Привет, я Миша. Прямо сейчас, пока ты читаешь эту фразу, часть тебя следит за тем, как ты ее читаешь. Замечаешь? Вот эта часть, она и есть твоя суперсила. Только у большинства людей она спит почти всю жизнь. Расскажу тебе про двоих. Оба приняли одно и то же неверное решение. Ушли не из тех отношений, вложились не в тот проект, неважно. Прошел год. Первый разводит руками. Не повезло, так вышло, звезды не сошлись. А второй садится и спрашивает себя странную вещь. Не почему так вышло, а как именно я тогда думал, что мне это казалось правильным. И знаешь, что происходит дальше? Второй больше так не ошибается. А первый наступает на те же грабли снова и снова, всю жизнь. Разница между ними не в уме, не в удаче, не в силе воли. Разница в том, что у второго в голове живет наблюдатель. Тихий, спокойный, который умеет смотреть на собственные мысли со стороны. Ученые называют это метапознанием, мышлением о мышлении. И сегодня я разберу 6 черт людей, у которых эта способность развита сильнее, чем у других. Покажу, откуда она у них взялась, и главное, докажу, что это не дар избранных. Это мышца, а мышцу можно накачать. 6 черт. Чем дальше, тем глубже. И последнее ударит сильнее всего. Там ты узнаешь себя так, что захочется закрыть видео. Но не закрывай. Именно с нее все и меняется. А пока поймай это телом. Представь поздний вечер. Ты сидишь один, свет от лампы теплый и низкий, как заваренный чай. За окном уже темно. В квартире та особая тишина, в которой слышно, как тикает что-то на кухне и гудит холодильник. И в этой тишине ты вдруг ловишь себя на мысли. Не на действии, на самой мысли. Ты думал о чем-то болезненном, прокручивал, и вдруг будто отступил на шаг назад. И увидел. О, я опять про это думаю. Вот этот момент, когда ты заметил собственную мысль и чуть-чуть от нее отделился, это не философия, это не духовность, это конкретная работа мозга. И у одних людей она включается легко, а у других почти никогда. Это не потому, что одни умнее, это потому, что у одних наблюдатель натренирован, а у других спит. Услышь это. И давай разбираться, как он просыпается. Черта 6. Они замечают свое состояние раньше, чем оно ими управляет. Обычный человек злится и кричит, голодный и принимает дурацкое решение, уставший и подписывает то, что трезвым бы не подписал. Состояние ведет его, как поводок ведет собаку, и он даже не оборачивается посмотреть, кто держит этот поводок. А метакогнитивный человек делает крошечную вещь, которая все меняет. Он замечает состояние до того, как оно превратилось в поступок. Я сейчас раздражен, и поэтому все кажется тупым. Я не выспался, мои оценки сегодня кривые. Это называется метакогнитивный мониторинг. Термин ввели психологи Томас Нейсон и Луис Наринс еще в 80-х. Способность мозга в реальном времени отслеживать собственную работу, как индикатор на приборной панели. Откуда это берется? Почти всегда из среды, где приходилось рано считывать себя, где никто не объяснял твои эмоции за тебя, и ты сам учился понимать, что с тобой. Это первая хорошая новость сегодня. Значит, этому можно научиться. И ты начнешь прямо после этого видео. Но замечать состояние — это только вход. Дальше начинается то, что отличает таких людей по-настоящему. Черта 5. Они умеют переключать режим мышления. У тебя в голове живут двое. Даниэль Канеман в книге «Думай медленно, решай быстро» назвал их системой 1 и системой 2. Первая быстрая, автоматическая, она отличает мгновенно. Понравилось, не понравилось, опасно, свой, чужой. Вторая медленная, тяжелая, аналитическая. Она включается, когда нужно реально подумать, и большинство людей ленятся ее включать, потому что это энергозатратно. Фокус метакогнитивного человека вот в чем. Он чувствует, какая система сейчас рулит. Он ловит момент, когда быстрый автоматический ответ выскочил первым, и говорит себе: «Стоп, эта система 1 говорит, дай-ка я подумаю медленно». Он не верит первой реакции просто потому, что она первая. Большинство людей живут на автопилоте системы 1 90% времени и называют это «я так чувствую». А потом удивляются, почему жизнь похожа на круг. Запомни эту мысль про две системы, потому что в следующей черте она перевернется с ног на голову, и окажется, что само думать о себе бывает ловушкой. Черта 4. Они отличают настоящий разбор от пережевывания.
Вот тут больно. Слушай внимательно. Ты наверняка считаешь, что копаться в себе — это полезно. Что человек, который много думает о своих поступках и чувствах, глубокий. Я тебя разочарую. Саморефлексия и пережевывание выглядят одинаково изнутри, но это два разных процесса, и один из них тебя разрушает. Настоящий разбор всегда движется к чему-то. Ты задаешь вопрос, что я могу сделать иначе, и в конце у тебя есть ответ, вывод, шаг. Пережевывание, психологи называют это руминацией, движется по кругу. Ты задаешь вопрос, почему я такой, почему это случилось со мной, и крутишь, третий час крутишь одну и ту же мысль, и тебе кажется, что ты работаешь над собой, а ты просто тонешь. Сьюзен Нолан Хоиксома, исследовательница из Йеля, посвятила этому годы и показала, руминация напрямую связана с депрессией и тревогой, и она не решает проблему, а углубляет ее. Разница между разбором и пережевыванием в одном вопросе. Что против почему? Что я сделаю ведет вперед. Почему я такой ведет по кругу. Метакогнитивный человек ловит себя в спирали и выходит. Просто рефлексирующий тонет и называет это глубиной. Услышь это, если ты из тех, кто часами анализирует себя по ночам. Возможно, ты не разбираешься в себе. Возможно, ты застрял. И это не приговор. Это то, что можно перенастроить. А теперь приготовься. Потому что дальше идут 3 черты, которые касаются не того, что ты делаешь, а того, кто ты есть. И тут начинается темная сторона. Черта 3. Они не сливаются со своими мыслями. Вот мысль. Я неудачник. Большинство людей, когда такая мысль приходит, проживают ее как факт. Мысль сказала, значит так и есть. Они и есть эта мысль. Без зазора, без воздуха. Метакогнитивный человек делает то, что в терапии принятия и ответственности, ACT, называют когнитивным разделением. Он не говорит «я неудачник». Он говорит «у меня появилась мысль, что я неудачник». Чувствуешь разницу? В первом случае ты и мысль одно. Во втором между вами появляется щель. И в этой щели вся свобода. Потому что мысль — это не ты. Мысль — это событие в голове, которое приходит и уходит, как погода. У тебя за день проносятся тысячи мыслей, и большая часть из них — мусор, шум, старые записи. Человек, который умеет смотреть на мысль со стороны, перестает быть ее заложником. Он наблюдает. Интересно, пришла вот такая мысль, и не обязан в нее верить. Это и есть тот наблюдатель, с которого мы начали. И вот что важно. Он рождается не из чтения умных книг. Он рождается из практики паузы, из тысячи маленьких моментов, когда ты успел заметить мысль до того, как в нее провалился. Черта 2. Они сомневаются в своей правоте сильнее всего именно тогда, когда уверены. Это звучит как парадокс, поэтому слушай медленно. Есть жестокая закономерность человеческой психики. Чем меньше человек знает в какой-то области, тем более уверенным он себя чувствует. Это эффект Даннинга-Крюгера, названный по именам психологов, которые описали его в конце 90-х. Новичок не видит границ своего незнания, и поэтому его распирает уверенность. А настоящий эксперт видит, как много он не знает, и поэтому осторожен. Метакогнитивный человек встроил эту поправку прямо в себя. Он знает, ощущение правоты и реальная правота — это две разные вещи, которые мозг постоянно путает. Можно быть уверенным на 100% и ошибаться, а можно сомневаться и быть правым. Уверенность — это просто чувство, а не доказательство. Поэтому он научился ловить момент, когда внутри поднимается волна абсолютной уверенности. Тут и думать нечего, я точно прав. Для обычного человека это сигнал действовать. Для него сигнал остановиться и проверить. Не потому, что он трус, а потому, что он заметил закономерность в собственной жизни. Самые большие ошибки он совершал не тогда, когда сомневался. Он совершал их тогда, когда был абсолютно уверен. Сомнение заставляло его перепроверять и спасало, а уверенность выключала проверку и вела прямо в яму. Черта 1. Они умеют поймать себя на лжи самому себе. Мы все врем себе. Постоянно. Это не порок, это защита. Мозг переписывает реальность, чтобы было не так больно. Мне не очень-то и хотелось. Я не злюсь, я просто устал. Я остался ради детей. Это был мой выбор. Мы рассказываем себе истории, в которых мы хорошие, правые и свободные. И верим в них, потому что правда тяжелее.
Метакогнитивный человек умеет на секунду снять эту защиту и увидеть, что под ней. Поймать момент, где он рассказывает себе удобную версию вместо настоящей. Это самая редкая и самая болезненная форма метапознания, потому что она требует смотреть туда, куда смотреть не хочется. И вот тебе тяжелая правда. Эта черта почти никогда не приходит от хорошей жизни. Она рождается из боли. Из детства, где приходилось очень рано и очень точно считывать, какое настроение у взрослого, что он сейчас сделает, безопасно ли. Где ты выживал за счет того, что замечал малейшие сигналы и у других, и у себя. Психологи называют это ранней гипербдительностью. И вот парадокс, от которого сжимается что-то внутри. То, что сейчас стало твоей суперсилой, когда-то было твоим способом выжить. Наблюдатель, который спасает тебя сегодня, родился тогда, когда тебе было плохо. И именно поэтому я говорю тебе с самого начала. Это не дар, это след. След опыта, который можно перевести из режима выживания в режим силы. Услышь это. То, что когда-то было раной, может стать инструментом, если научиться им пользоваться. Теперь, как тренировать этого наблюдателя? 3 практики. По нарастанию. Первое. Назови мысль. Когда ловишь тяжелую мысль, не говори «я неудачник». Говори про себя «у меня сейчас мысль, что я неудачник». Одно слово «мысль» создает ту самую щель. Делай это каждый раз, и через пару недель зазор станет автоматическим. Работает это потому, что само называние активирует префронтальную кору, зону осознанного контроля, и приглушает миндалину, центр тревоги. Ты буквально переключаешь мозг с реакции на наблюдение. Вторая. Вопрос «что?», а не «почему?». Поймал себя на ночном самокопании? Замени вопрос. Не «почему я такой?», а «что я могу сделать с этим завтра?». «Почему» запускает руминацию и крутит по кругу. «Что» включает систему 2 и ведет к действию. Один и тот же повод, 2 разных нейронных пути. Третье. Дневник решений. Раз в день записывай одно важное решение и одну строчку, как именно ты думал, когда его принимал. В каком был состоянии, чему доверял, что игнорировал. Через месяц перечитай. Ты увидишь свои паттерны мышления со стороны, а это и есть метапознание в чистом виде, вынесенное на бумагу. Мозг пластичен. Каждый такой разбор протаптывает новую нейронную тропу, и наблюдатель крепнет, как мышца под нагрузкой. И помни главное. Наблюдатель внутри тебя — это не врожденный дар, который или есть, или нет. Это навык. Кэрол Двек, автор идеи установки на рост, десятилетиями доказывала, способности не выданы тебе раз и навсегда, они строятся. Каждый раз, когда ты замечаешь свою мысль до того, как в нее провалился, ты делаешь подход в зале. Медленно, но мозг меняется. Скажи мне одно слово в комментариях. Какая из 6 черт уже есть у тебя? Просто номер. И если у тебя сильнее всего откликнулась первая, про ложь самому себе, знай, ты не один такой. Это был Миша. Увидимся послезавтра.